Всем привет, с вами Кисель. Давайте разберемся по поводу заметности кораблей и стелс-кораблей. Как-никак, когда противник вас замечает позже, чем вы его, это плюс для вас, так как вы имеете преимущество над ним. Да и то, что вас не могут пустить нормально ракеты, увеличит вашу выживаемость, но, конечно же, никто не отменял противоракетные меры. Заметность корабля зависит от трех типов излучений. Чем заметность корабля выше, тем на большем расстоянии его могут взять в цель, навести оружие или ракеты, и вести по нему огонь. Эти три типа делятся на следующие. Термическое – это количество выделяемого тепла кораблем. Электромагнитное – количество энергопотребления кораблем, которое фонит фоном. Поперечное сечение – размер вашего корабля имеет какую-никакую сигнатуру, и это как раз физическая величина вашего корабля для радаров противника. Но это значение не имеет прям стопроцентной привязки к размерам корабля, а зависит от модели корабля. Потому что некоторые корабли имеют очень низкие значения, несопоставимые с реальными его размерами, по сравнению с другими кораблями. Пример как у бомбардировщика Б-2, который на радаре размером с мяч для гольфа, условно. В зависимости от модели корабля значения разные, и в зависимости от того, какие модули вы ставите, значения тоже меняются, но расскажу об этом чуть-чуть попозже. Если вы видите, что корабль имеет термическое 10 тысяч излучения, электромагнитное 10 тысяч и поперечное сечение 5 тысяч, значит радары его заметят на расстоянии плюс-минус 10 километров, если вы не понизите максимальное его значение этого излучения. В случае с ракетами это очень важно, потому что, скажем, если ваш корабль берется в таргет с большого расстояния, то окно пуска ракет по вам увеличивается, но если заметность низкая, то и окно меньше. Ракеты имеют такую механику, что с большого расстояния их пустить по вам не составляет труда, а вот вблизи их запустить по цели уже невозможно, и тем самым окно пуска уменьшается. А с пушками все еще проще. Вас нельзя взять в таргет, значит по вам нельзя стрелять, и вас не видно на радаре. Значит, вы можете подкрасться к своей цели и взять инициативу боя в свои руки и нанести заранее много урона по противнику, пристроившись к нему сзади или во слепые зоны, и отстрелив важные компоненты или части корабля противника. Ну и поскольку вас нельзя взять в таргет, вы можете незаметно пролететь туда, куда вам пролетать не следует. Как понизить эти значения? Для начала давайте вспомним про наши модули. Вот картинка. Более подробно про модули и характеристики рассказано в видео про инженерку, модули и фиты. Ссылка на этот видос в описании. Нас тут интересует следующее. Тепловыделение. Это нагрев модуля при работе. Чем больше пипок подано на модуль, тем сильнее он кочегарится. Соответственно, надо брать в расчет, чтобы охладители могли рассеять выходящее тепло, пока оно не перегрело сам модуль, отсек вокруг модуля и пока не случился из-за этого пожар. КПД. Количество потребляемых модулем ресурсов для производства энергии. Чем выше КПД, тем меньше модуль потребляет ресурса для повышенного выхлопа. Изменяется в зависимости от количества пипок на модуле. Чем выше обороты, тем менее экономично модуль жрет ресурс. Наши с вами охладители занимаются рассеиванием тепла, выделяемым при работе модулей, для поддержания их в рабочем диапазоне. Но отключение охладителя, кстати, уменьшит вашу тепловую сигнатуру практически в ноль. Правда, это сыграет злую шутку с вами, потому что ваши модули могут перегреться и загореться, а температура модуля в моменте с выключенным охладителем не влияет. Плюс электромагнитное излучение останется плюс-минус такое же. А вот с электромагнитным излучением все, в принципе, просто. Чем больше энергии силовой, пипок, вы используете, тем больше ваше электромагнитное излучение. А я напоминаю, что вся информация по Star Citizen не только выходит раньше в моем телеграм-канале, ссылочка на него в описании. И если хотите поддержать меня, канал и контент, который выходит, ссылочка на мой бусти с платными подписками, где видео выходит раньше, также в описании, ну или привычные донатики. А мы возвращаемся к теме видео. За расстояние, на котором вас можно взять в цель, отвечает самое большое значение из трех типов излучений. Это если по-простому, посложнее будет потом. И вам нужно в идеале балансировать эти значения переключением энергопотребления модулей, либо просто-напросто отключать модули за их ненадобностью в моменте. К примеру, полное отключение щитов
и оружие. Возможно, на горячую клавишу. При начале боя, естественно, включаете, но щиты тогда будут пустые, поэтому рекомендую держать их на минимально возможном режиме работы. Выключением охладителей, по логике, можно сбить наведение ракеты с тепловой головкой наведения, но держать тепловое излучение в нуле очень спорно, так как вы имеете как минимум сигнатуру, которую никак не сбить сменой модулей. Это привязано к самому кораблю. Это поперечное сечение вашего корабля или же электромагнитное излучение, которое есть всегда, когда у вас работает корабль. Приведу пример. Мой корабль с полностью использованной мощностью силовой установки, это те самые пипки, которые мы распределяем, имеет следующие значения. 3200 по теплу, 15400 электромагнитная, 5700 сигнатура поперечного сечения корабля. Выставляю все на минимальный режим работы. Тепла стало поменьше, потому что мы меньше греем модули, подаваемые на них мощностью, а именно стало 1700. Электромагнитное излучение тоже уменьшилось, так как мы меньше энергии потребляем модулями. Стало 8600, а сигнатура поперечного сечения осталась точно такая же, 5700. Принудительно отключаю систему жизнеобеспечения, оружие и щитогенераторы. Получаем следующее. По теплу 950 всего получилось. Электромагнитная 5100. А сигнатура поперечного сечения без изменения 5700 единиц. Еще важный момент. Это пулы модулей. К примеру, я не могу в своем случае подать одну пипку на щитогенераторы и охладители. А если бы мог, то, естественно, значение теплового и электромагнитного излучения было бы меньше из-за меньшего потребления и вследствие нагрева. То есть, параметры теплового и электромагнитного излучения были бы меньше. Думаю, тут все понятно. У разных модулей разное минимальное количество энергии для их работы. Вот пример разных охладителей в одном и том же фите корабля. Атмосфера планеты тоже влияет на изменение вашей сигнатуры. К примеру, падением теплового излучения. Внизу под вашим излучением есть циферка, которая указывает на изменение в минус. И непонятно, будет ли добавлено что-либо, чтобы корабль получал в облаках уменьшение поперечного сечения из-за того, что его просто толком не видите, облака мешают, или же изменение электромагнитного излучения в зависимости, скажем, от погоды в виде грозы. Но есть некие аномалии, как на миссиях с засады, когда вы там паркуете корабль, вы получаете минус 50 тысяч по всем параметрам излучений. И вас вообще нереально заметить. Давайте-ка рассмотрим это дело на примерно одинаковых кораблях. Вот мой корабль F7CS Hornet Host MK2 и его обычная версия F7C Hornet MK2. Мой, как вы понимаете, имеет приписку Stealth. Вкратце, разница следующая. Мой менее заметен. Даже если я поставлю им обоим одинаковые модули. Вот что получится по значениям термической, электромагнитной сигнатур и поперечного сечения. Вот картинки. Мой имеет 3300 по теплу и 14100 по электромагнитному и 5700 по силуэту. Обычный же 5700 по теплу, 23900 по электромагнитному и 9000 по силуэту. Суть ясна. Корабли одинакового размера, но совершенно разными значениями заметности, и при том, что у них один в один стоят модули. Есть вообще корабли, которые имеют 0 в силуэте, к примеру, Сулин. Багулина это какая-то или нет, я не знаю, но этот Сулин у меня уже давно, чуть ли не 2 года. И у него всегда было такое отображение, что в игре, что на сторонних сайтах для постройки фита корабля. Его значение с теми же модулями перед вами. Помните, я говорил то, что там было по-простому, сейчас оно будет немножко посложнее. Потому что одну вещь я умышленно оставил на потом. Радары. У радаров есть чувствительность, и она меняется в зависимости от размера радара. Их бывает 4 размера. Нулевой, первый, второй и третий. И у них разные значения чувствительности. Придется ввести таблицу, чтобы вам объяснить наглядно. Возьмем то, что наши значения следующие. 10 тысяч по всем параметрам излучения. И вот как оно будет работать с разными размерами радара противника. И в итоге мы получаем разные значения дальности, на котором вы становитесь видны для противника. Но с поперечным сечением сложнее. Оно разное в зависимости от того, какая часть корабля повернута к противнику. Если повернут лоб, это, считай, половина его сигнатуры.
Если бок, то это полная сигнатура. А верх корабля, разница с боковой сигнатурой будет в размере 18%, при этом в меньшую сторону. Но эти циферки не точны, за них я прям не ручаюсь. Как приятно то, что за что бы разработчики не взялись в Star Citizen, они это делают довольно удобно, в меру сложно, но понятно, если разобраться. Ничего сложного сейчас для вас после просмотра данного видео в понимании заметности корабля не будет. Единственное, немножечко непонятно для меня в числовом значении дальности обнаружения, это то самое поперечное сечение, потому что, повторюсь, я не уверен по поводу этих значений. То, что поперечное сечение именно со лба столько показывается, сбоку столько показывается, а сверху корабля показывается столько. Тут не уверен, простите. Значение поперечного сечения будет практически всегда меньше, чем значение термического или электромагнитного излучения корабля. Берем ту табличку и запоминаем, если 10 тысяч термала или 10 тысяч электромагнитного, то вас будет видно на дальность 10 километров при радаре третьего размера. Но даже если корабль не имеет приписку стелс, уменьшить его заметность не составит труда для вас, мои дорогие. Надеюсь, все понятно рассказал и все понятно показал. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся в космосе.